Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике будет обещанный обзор на накладку Victus V22. Почему V22? Вы наверняка поняли. Накладка внешне выглядит обычным образом, обычным для накладок Victus, то есть у них все упаковки максимально минималистичны, как сказал такое умное слово Гоша. Тестировать буду на основании Вискария. Вы наверняка помните, я писал пост, где спрашивал, на каком основании тестировать, и большинство человек проголосовали именно за Вискарию. То есть вот я послушал ваше мнение и тестировать буду на основании Вискария. Предыдущий обзор у нас на накладку Victus была Victus V20, тоже была Double Extra, но та Double Extra была в жесткости 52,5 градуса, у этой жесткость 50 градусов. Вот уже привычный у нас вот такой конвертик. Привычная для накладок Victus у нас белая губка. По жесткости я скажу так, что уже вот потрогая вот так вот, кто смотрел ролики с Кириллом Скачковым, по-моему, на канале Висты Спорт, по-моему, он там рассказывал, что профессиональные игроки высокого уровня жесткость определяют не на ощупь, вот как я, да, то есть у меня вот здесь вот дурометр в пальцах указательный, а также большой. Они вот так пытаются трясти, то есть вот по вот такой тряске пытаются определить жесткость накладки. Здесь видим, что она вот так, как желе, дрыгается, соответственно, накладка не сильно жесткая. К примеру, я вот помню, что накладка, которая была Victus V20, которая 52,5 градуса, она так не дергалась. Эта накладка дергается, значит, она у нас и помягче, и на ощупь она помягче. Но есть ощущение, что запаха как бы он не сильно резкий, если сравнить с Типхаром и Evolution XP. Но его чуть-чуть побольше, чем в накладке V20. То есть V20 практически вообще не пахло. Здесь немного есть, чуть-чуть побольше химии. Соответственно, можно сделать вывод, что, скорее всего, через какое-то время после наклейки, эта накладка, может быть, недельки через 2, будет прям резко у вас потеряет маленько характеристики. Хорошо это или плохо, это выбирать вам. Потому что, к примеру, у Evolution XP мне свежая накладка нравится не очень, но когда уже маленько выветривается бустер, она мне нравится больше, она предсказуемо начинает играть. Здесь, возможно, то же самое. Но утверждать не буду, поскольку ей еще долгое время не играл. Наклеил накладочку. Первое, что мы посмотрим, это по отскоку. Отскок, видим, очень хороший. Нету не залипания, то есть накладка у нас, как и V20, у нас не гибридная. Следующий момент у нас подцикивание тоже нету. То есть, учитывая тот фактор, что она новая, минут 15 назад я ее приклеил, обрезал, минут 10 мы с Гошей провели такую пробную маленькую разминку, я все элементы попробовал, чтобы примерно уже представлять, что из себя представляет накладка. И то есть мяч очень хорошо, с хорошей силой вылетает, сильно зацепляется. То есть можно сделать вывод, что на острых углах у нас проскальзывания мяча не будет, подцикивания и сваливаться он не будет. На обратной стороне, то есть у нас на красной у нас будет V22 Double Extra, черный у нас будет Tiphar Evolution XP. Все в максимальной толщине. В большей степени эту накладку я буду тестировать при игре слева. При короткой игре, учитывая тот фактор, что она относительно такая, не жесткая, мяч у нас не завышается, очень хорошо вперед прям пролетает. То есть короткая игра у этой накладки, отмечаем, что хорошая MXP, MXP у нас забуксовала. MXP тоже, но все равно, нет, смотрите, тот фактор. От MXP маленько мяч подзавышается. Возможно, это связано с тем, что Tiphar Evolution MXP чуть-чуть помягче. Может быть. Я думаю, что большинство тех, кто будут смотреть этот обзор, хотя бы какое-то общее представление имеют о Tiphar Evolution MXP. Поэтому при сравнении в этом обзоре будем частенько туда обращаться, к MXP, и относительно ее уже давать какие-то факты. При накате справа чувствуется, что накладка у нас мягковата, прям потому что ей не нужно никуда мяч поддавливать, просто легкое движение. К примеру, та же самая Double Extra, которая была 20, она была жестче, нужно было ей
поддавить маленько мяч. И мяч с таким же усилием летел. В22 прям поддавливать не надо, расслабленной рукой, вот мяч летит у нас. Теперь так, МХП. У МХП на накате дуга повыше, чем у Double Extra. Double Extra она более пологая. Думаю, вам будет очень хорошо заметно на этот момент. МХП, да, у МХП дуга выше. Он подвыплевывает его вверх. Здесь же на плоском ударе более такой, он вперед летит. Более пологая дуга. У МХП такая аркообразная. При игре слева почему-то такой скорости у нас не ощущается, как при игре справа. То есть вправо прям мяч хорошо вылетал. Здесь такого нету. Здесь очень контрольная при накате. И даже и дуга уже такая чуть повыше присутствует. Ну-ка, МХП. У МХП тоже дуга, но смотрите, все равно. Такой вот момент. У МХП, как я сказал, аркообразная. Здесь тоже дуга, но она летит чуть-чуть подальше. И это только при плоском ударе. То есть при топ-спинах пока что еще не знаю. Точнее знаю, но вам не говорить не буду. При топ-спине справа такой вот момент. При плоском ударе у нас мяч летит, такой более пологая дуга, но стоит движение вот сейчас сделать чуть-чуть снизу, как дуга прям такая, я бы сказал, прилично летит. То есть ей легко создать дугу. Задержка такая присутствует приятная, прям мяч как туда врезается. Прямо вот когда бью, есть ощущение такое, что я уже довел движение, да, а мячик вот здесь вот вижу, он только начинает туда лететь. Что хорошая очень задержка. То есть ей легко будет играть, особенно если ваша игра основывается на каких-то таких не ломовых навесных топ-спинах. То есть прям вот классно будет ей, очень контрольно на топ-спине справа она себя ведет. К примеру, сейчас посмотрите внешне, как вот МХП себя ведет. У МХП на топ-спине дуга меньше, чем у Виктоса. Меньше, Гош? Ну-ка еще раз. Вот сейчас. Меньше, 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 меньше. У МХП она прям вообще... Ай, она даже не долетает. Ей посложнее создать дугу МХП, но вращение где больше, где меньше? Какое сложнее было? Гоша говорит, что справа по вращению плюс-минус две эти накладки одинаковые. По ощущению жесткости, я бы не сказал, что при топ-спине справа чувствуется вот эта разница в 2,5 градуса. То есть они плюс-минус почему-то одинаковые. В какой-то степени, вот Виктос, учитывая, что он 50 градусов, есть ощущение даже при топ-спине, что он как-то то ли чуть помягче, возможно из-за мягкого верхнего слоя, либо такой же жесткости, как и МХП. Ей очень удобно играть слева. Вы сейчас можете обратить внимание, даже, я думаю, через видео будет чувствоваться вот эта вот внутренняя моя уверенность, что я попаду. То есть прям вот тот фактор, что я делаю, закрываю посильнее ракетку и просто ловлю и вперед его провожу. И мяч попадает в стол. Не срывается никуда. Так, на топ-спинах по блоку легко делать топ-спин и создавать дугу. То есть вот, чпоньк, думаю, вы тоже слышите. Сейчас маленькая МХП для сравнения. В МХП такой уверенности нету. Нет вот этого ощущения, что ты мячик туда прям врезался, и ты его направил. Задержка тут чуть-чуть поменьше. Но чувствуется по блокам, что
И Гоша себя чувствует не так уверенно при блоке, как когда я вращаю дабл вот это вот V22. То есть, скорее всего, вращение, создаваемое МХП именно при коротком движении, оно посильнее и маленько позлее, чем на V22. Нужно прям маленько подстраиваться, потому что когда V22, он более уверенно, более все подставляет. Но и мне как-то классно все и комфортно попадать. То есть здесь теория, что если вы подобрали инвентарь, которым вам очень комфортно попадать в стол, то велика вероятность, что и сопернику вашему будет тоже очень комфортно все возвращать. Подрезки один раз. Надо в стол. На короткой игре эта накладка себя очень хорошо проявила. Здесь мяч чуть-чуть туда врезается, туда вылетает, вверх он не подпрыгивает, по сравнению как с МХП. У МХП игра короткая неплохая, но относительно Виктоса у МХП игра чуть похуже, чем у V22. На накате справа, на накате слева, при плоской игре справа чувствуется, что мяч с очень хорошей скоростью вылетает оттуда быстрее, чем от Tip Revolution MXP. При игре слева почему-то эта скорость уже не так заметна. То есть эти две накладки при игре слева уже на коротком движении плюс-минус одинаковые. При игре справа даже уже при коротком движении снизу есть ощущение, что у V22 дуга выше, чем у MXP. По вращению Гоша говорит, что при топ-спине справа плюс-минус вращение одинаково. При игре слева немного другая картина. Этой накладкой V22 очень комфортно, очень круто вращать, хоть с дальней зоны, хоть со средней зоны, хоть со стола. То есть со стола даже, учитывая вот эта моя дистанция, со стола играть я люблю с очень острым углом играть. И здесь далеко не каждая накладка мне подходит по этому моменту. Почему? Потому что на многих накладках мяч при таком углу просто начинает сваливаться. Здесь он врезается и вылетает. Плюс-минус они ведут себя одинаково. По дуге у V22 арка выше. По вращению есть ощущение, и Гоша это подтверждает, что вращение у MXP на коротком кистевом движении создается больше, чем на V22. Соответственно, сопернику при подставке будет у нас при топ-спине слева от MXP подставлять чуть-чуть похуже, чем от V22. Но и вы будете попадать на процентов 23 больше, чем MXP. Может, не 23, кажется, 27. 27. Посмотрим, как эти две накладки на подачах. Так, теперь MXP. Ну вот внешне, еще Гоша не принимал, могу сказать так, что такое ощущение, что от MXP вращение побольше, и она чуть-чуть, так-то вот особенно первое было заметно, что за счет того, что вращения много, а поступательного движения дал меньше, как и той, потому что подача старался подать одинаковый, примерно плюс-минус, она больше стелилась, чем от V22. Гоша говорит, что на подачах две накладки ведут себя плюс-минус одинаково, но у меня было ощущение, что мне создать больше вращения было проще MXP, чем V22. Ну-ка, теперь MXP. По вращению сейчас Гоша отмечает, что от MXP летит больше вращения. По комфорту скажу так, что V22 больше понравилось. То есть здесь можно даже сильно особо не прорабатывать мяч, просто снизу руку дернул, мяч уже с хорошей дугой полетел. По вращению Гоша говорит MXP. Ну, поверим Гоше.
Справа то же самое. То есть даже я сильнее старался руку наклонить, очень легко создать дугу. У МХП дуга пониже. Ну, попротивнее мяч летит от МХП, чем от В22. На подачах две эти накладки плюс-минус проявили себя одинаково в плане вращения. Что МХП, что В22. Гоша говорит, что одинаково вращают. По комфорту создания вращения уверены, что мяч запилил. У МХП мне понравилось больше, чем у В22. В22 при подаче как-то мяч не особо чувствуешь. Он как вот на иностранных форумах есть такое понятие у каждой резины, какой-то эффект надутости. То есть они описывают накладки, что это надутое, это надутое. Вот есть ощущение, что это тоже какая-то вот такое вот, как поднадутое, что если ты его потихоньку гладишь мячик, что мяч ты особо не чувствуешь, либо как через какой-то вот вакуум такой, через какое-то онемение. То есть где-то он далеко. Вибрация в руку при соприкосновении с этой накладкой у нас не идет. При МХП у нас уже чуть-чуть больше ощущения, и возможно из-за этого есть ощущение, что мяч ты сильнее прокручиваешь. Вот он момент про надутость, который я и говорил. При подаче, когда ты до доски не добиваешь, ты мячик слабовато чувствуешь. На блоке очень контрольно, прям хорошая вибрация идет через эту накладку. Так, теперь МХП. А МХП почему-то мне тяжелее маленько подставлять. На блоке и легком перекручивании мяча мне здесь понравилось В22 больше, чем МХП. Немаловажный элемент при игре слева – это скручивание первого хода. Здесь есть предположение, что эта накладка должна себя очень хорошо проявить, поскольку, опять же, опираясь на предыдущие ощущения, что при тонком углу мяч у нас не срывается и очень комфортно попадать в стол. То есть сейчас посмотрим, подтвердятся они или нет. Да, то есть с хорошим углом, с таким довольно-таки острым, достаточно, надо будет просто попасть в мяч. Но здесь уже Гоша чудил. Так, теперь МХП. То есть при скручивании прям очень хороший такой чпоньк идет. Это раз. Во-вторых, ни одного сейчас не было такого жесткого подцикивания мяча. То есть мяч у нас туда врезается. У МХП чуть-чуть другое идет. То есть здесь тоже неплохо. При скручивании первого хода слева по результату вы видите, что плюс-минус две эти накладки себя проявили одинаково. По ощущению чуть сильнее туда она пробивается, учитывая, что она даже по градусам пожестче В22, чем МХП. Но ощущение, что мяч сильнее дальше туда врезается в накладку и больше задержка. То есть есть возможность мяч туда протянуть. У МХП такой возможности нет, что здесь нужно уже как бы сразу его работать. Но что здесь перекручивать на столе, здесь уже нет такого жесткого провала, здесь уже будет зависеть от ваших умений. Справа скручивать первый ход я этой накладкой не буду, поскольку даже когда я делал по блоку, когда на меня пассивно мяч летел, было ощущение, что накладка прям очень сильно мягкая, то есть она некомфортная. Поэтому мое мнение, как она себя поведет по сравнению с МХП, здесь будет не совсем объективное. Или субъективное, я вот как бы всегда их путаю, два эти понятия. Кто в этом маленько разбирается, можете написать в комментариях, объективное мое мнение, либо субъективное. Вообще просто такой чпоньк.
Прям вообще 50 градусов, мне так направо мягко. Ну, при топ-спине справа, вот поэтому я и не стал перекручивать первый ход, потому что при перекручивании первого хода я делаю очень резкое движение, и мне нужно жесткую накладку, чтобы я смог ее чувствовать, этот мяч. Здесь стараюсь мягко играть по мячу, но и при этом мяч как бы очень сильно туда продавливается. Ну и вы видите, что сильно бить по мячу смысла нет, он будет не долетать до сетки. Более мягким вроде бы нормально летит. Ну-ка теперь МХП справа. Ну как-то МХП справа покомфортнее. И по вращению, судя по тому, как Гоша ошибается, вращение на перекруте, ну, наверное, даже побольше, чем на других элементах. То есть разница. Дельта здесь очень большая сейчас. Да, Гош? У МХП, чем Виктасом. Ну и чуть-чуть Виктасом. Ну не, он прям мяч куда-то туда. То есть у меня даже при перекручивании почему-то нету какой-то уверенности, что он туда перелетит. Я внутри неосознанно, у меня ощущение, что когда даже плечо начинает помаленьку подниматься, чтобы мяч туда перекинуть. Поэтому, как сказал бы член какого-нибудь иностранного теннисного сообщества, накладка какая-то, ощущение, она надутая. То есть прямо она как-то растянута. Может быть, все-таки химии там достаточно, и нужно ждать, когда она выветрится. Итог по поводу Victus V22 Double Extra. Напоминаю, что жесткость губки составляет 50 градусов, толщина максимальная. Цвет красный. Губка белая. Made in Germany. Номер 117055. Имеет сертификацию ITTF. По поводу короткой игры. Эта накладка мне очень сильно понравилась. Относительно МХП мячик летит более контрольно, более комфортно попадать, что справа, что слева. Накат справа, накат слева. При накате справа чувствуется, что накладка V22 ведет себя побыстрее, чем МХП. При накате, при плоском ударе у V22 дуга практически отсутствует, мяч более пологий летит. На МХП при накате дуга более аркообразная. При накате слева здесь такой жесткой какой-то разницы я здесь не почувствовал. Что МХП, что V22 плюс-минус ведут себя одинаково, даже учитывая тот фактор, что жесткость накладок чуть-чуть разная. Стоит маленько руку опустить вниз, V22 сразу выдает очень высокую, такую прям приличную очень дугу, во-первых. Во-вторых, легко сделать этот топ-спин. Топ-спин по блоку. У МХП такой дуги нету. То есть на накате вроде казалось бы есть какой-то потенциал, что даже на накате мяч у нас так высоко, аркообразно у нас вылетает, на топ-спине уже такого нету. То есть да, дуга чуть-чуть добавляется, но Гоша отметил, что вращение у накладки V22 и у МХП плюс-минус одинаково. Это при топ-спине справа. При топ-спине слева. Здесь уже лично для меня есть большая разница в ощущении мяча. При топ-спине также очень легко мячу создать вращение, во-первых. Во-вторых, задержка у V22 побольше, чем у МХП. И третий момент. Есть ощущение, что, учитывая тот фактор, что мне легко попадать мяч в стол, но и сопернику здесь тоже легко его возвращать. Вращение у МХП на коротком моем кистевом движении создавалось больше, чем на V22. На подачах две эти накладки по вращению плюс-минус проявили себя одинаково, но по ощущению мяча, по какой-то уверенности создания вращения, мне здесь МХП понравилось больше, чем V22. При игре по нижнему вращению здесь чувствуется большая разница, во-первых, и при игре справа, и при игре слева. Здесь уже есть разница в создании вращения, здесь МХП создает больше вращения, и при игре слева по нижнему вращению она создает тоже больше вращения. Но при игре слева V22 ведет себя комфортнее. То есть здесь есть ощущение и чувство, что ты попадешь в сторону, то есть мяч у тебя контролируемо вырывается.
При игре справа, когда чуть-чуть плотнее начинаешь ее продавливать, здесь уже какой-то большой чпоньк и вероятность, что мяч куда-то бесконтрольно может завалиться в сетку. При перекручивании первого хода слева эти накладки проявили себя плюс-минус одинаково, но V22 чуть сильнее как-то чпонькало. То есть мяч туда чуть плотнее закручивался, но результат у нас был один и тот же. То есть не могу выделить какую-то одну из накладок, у которой был какой-то жесткий провал. Поэтому здесь уже будет чисто зависеть от ваших умений. Мы в обзор такой момент, как банан, не внесли, но на разминке, на тренировке, когда я пробовал первый раз эту резину, я отметил, что этой накладкой сделать банан очень легко. То есть при легком движении со стола дуга приличная такая и контролируемая начинает вырисовываться. К примеру, у MXP такой уверенности нету, а вот у V22 есть. При игре слева V22 мне здесь понравилось больше. Почему? Как-то более, все равно она более управляема, более комфортно можно направить мяч в стол, чем MXP. У MXP она более агрессивная, то есть нужно прямо здесь самому. V22 где-то можно схалтурить, где-то можно помягче, где-то по-другому сыграть. MXP так, к сожалению, не получается. При топ-спине справа с дальней зоны здесь с большим преимуществом я бы отдал предпочтение Tip Hero Evolution MXP. Почему? Потому что, во-первых, нет ощущения, что ты сильно ударишь по мячу и он свалится. Это раз. Во-вторых, по реакции, как перекручивал Гоша, то есть мяч за стол от MXP у него улетал намного чаще. Соответственно, делаем вывод, что вращение от MXP на топс летит более злое, чем у V22. При игре слева там был какой-то такой вот момент. При игре слева, да, здесь комфортно играть в V22. Таким образом, две эти накладки я бы отнес примерно в одну категорию жесткости, даже несмотря на тот фактор, что MXP у нас якобы чуть-чуть мягче заявлено, чем V22. По игре, по стилю игры, MXP ведет себя более разрушающе, мячи во время атаки летят от нее более злые такие, с большим вращением, с больше неприятным вращением. V22 не такая разрушающая, она более комфортная, более контрольная, то есть эту накладку я бы рассмотрел именно при игре слева. При игре справа вы наверняка помните накладку V20, то есть направо я лучше бы поставил V20, а налево я поставил бы V22, поскольку ей более управляемо, более комфортно попадать в стол именно при игре слева. Уверен, что этот ролик был для тебя полезен. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк. До встречи!